С августа 24 года идет битва за город Покровск и примыкающий к нему Мирноград. Сейчас она на заключительном этапе, и почему-то некоторые люди, называющие себя патриотами России, очень этому рады. Если абстрагироваться и посмотреть на ситуацию как бы со стороны, происходит событие не только ужасное, но и весьма странное. В Покровско-Мирноградской агломерации жили более 100 тысяч человек. Большинство называли родным языком русский. Десятки тысяч считали себя русскими. Глава Покровска для путинской системы вообще почти свой. Видный активист антимайдана, русский, родом из Донецка. В 2014 году он очень хорошо отзывался о Путине. В 2020 был переизбран от пророссийского оппозиционного блока и даже после 2022 года выступал сдержанно. На 9 мая клал цветочки к танку Т-34. Как мы оказались в той точке, когда вся огромная Россия жертвует жизнью и здоровьем сотен тысяч своих граждан, триллионами рублей, жертвует своими перспективами на годы вперед, чтобы разрушить и обезлюдить Покровск, который совсем не крепость Кёнигсберг. России было бы со всех сторон хорошо и выгодно, чтобы такой город оставался цел, невредим и полон жителей. И выгодно было бы лично Путину. А заминированные развалины несут лишь убытки и ему, и россиянам. Происходящее полный абсурд, и потребовался длинный путь, чтобы к нему прийти, с которого в любой момент можно было свернуть. У человека, руководящего Россией последние 26 лет, всю дорогу был выбор. Он мог поступать в соответствии с реальными интересами своей страны. Мог цинично и рационально достигать собственных целей, уж какими Путин их видит. Но с какого-то времени его решения пошли по третьему, совершенно иррациональному пути. Сегодня мы об этом поговорим. Только перед тем, как начнем, напомню, в описании собраны бесплатные способы обхода российских блокировок, чтобы YouTube быстрее работал и WhatsApp с Телеграмом звонили. Посмотрите сами и покажите знакомым. А мы начинаем. Владимир Путин на определенном этапе своей политической карьеры проявлял себя человеком крайне прагматичным, когда речь шла о задачах, которые он сам перед собой ставил. Насколько правильными были эти задачи, как путинское целеполагание соотносится с интересами россиян, это вопрос важный, но для другого ролика. Сегодня мы говорим о его целеполагании. Когда Путину было нужно, он мог очаровывать разных западных лидеров. От британского премьер-министра Тони Блэра до канцлера Германии Ангелы Меркель. Он дружил со столь непохожими друг на друга людьми, как Джордж Буш-младший и Сильвио Берлускони. Путин сам считает это качество своей сильной стороной. Неоднократно в интервью он признавался, что во время работы в КГБ любил заниматься вербовкой агентов. А несколько лет назад американский расследовательский журнал писал, как Путин, служа в Дрездене, смог завербовать и сделать осведомителем Штази одного из лидеров неонацистского движения Германии. Войну в Чечне Путин прекратил тоже очень прагматичным способом. И это стало одним из главных достижений первых лет его президентства. Боевые действия могли обеспечить в лучшем случае лишь частичный успех. Поэтому Путин купил и поставил себе на службу клан Кадыровых, которые при помощи российских ресурсов смяли в республике всех оппонентов, получив взамен право на абсолютную власть. А ведь Ахмад Кадыров, покойный отец нынешнего чеченского лидера Рамзана, это не какой-нибудь там активист Евромайдана. Это боевик, который во время Первой Чеченской воевал против федеральных сил, объявил России священную войну и призвал чеченцев убивать столько русских, сколько смогут. Но Путин сотрудничал с таким человеком ради достижения своих целей, которые даже совпадали с запросом большинства россиян тогда. Россияне хотели мира на Северном Кавказе, и неважно как. Протестовать против методов были готовы единицы. В отношениях с украинскими лидерами Путин тоже демонстрировал гибкость. В 2005 году, после первого Майдана, президентом стал Виктор Ющенко. Кремль же поддерживал Виктора Януковича. Даже не просто поддерживал, а прям топил за него. Практически избирательную кампанию вел. Путин перед выборами 7 раз посетил Украину. Кампанию Януковича вел десант московских политтехнологов, которых курировал вообще Дмитрий Медведев, в ту пору глава кремлевской администрации. Путин даже успел поздравить Януковича с победой, а потом случился первый Майдан, результат выборов отменили и назначили переголосование, где победил Ющенко. Ющенко! 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 Если смотреть на те события с точки зрения Путина, не очень понятно, чем они настолько уж принципиально отличаются от событий 2013 года.
законно избранного, по мнению Кремля, Януковича отстранили от власти в результате, госпереворота, типа по мнению Кремля. После многотысячных митингов, конечно же, проплаченных Западом. Оранжевая революция. Что касается идеологии, то ни до, ни после каденции Ющенко не было лучшего времени для Путина, чтобы разыграть карту так называемой борьбы с фашизмом. В 2006 году Ющенко продавил квоты, не менее 75% теле- и радиоэфира на украинском языке, с последующим увеличением квоты на 5 процентных пунктов каждые 2 года. Даже после второго Майдана на фоне Крыма и Донбасса, по крайней мере первые несколько лет, не было столь строгого квотирования. Персональным проектом Ющенко было создание Украинского института национальной памяти и реабилитация и героизация украинских националистов, действовавших во Вторую мировую. В 2007-м он присвоил звание Героя Украины Роману Шухевичу, в 2010-м Степану Бандере. Ющенко предпринял и много других символических действий, которые с точки зрения сегодняшнего официоза просто святотатство, из-за которого можно начать войну и убить сотни тысяч людей. Тем не менее, никакой войны после первого Майдана не началось. В Крыму не высадились вежливые люди. Игорь Гиркин не отправился захватывать Славянск. С президентом Ющенко у Путина сложились рабочие отношения. В интервью Такеру Карлсону он рассказал об этом так. Пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Виктор Ющенко совсем не Владимир Зеленский, который в мае 2020 года совершил целое турне по местам памяти Великой Отечественной. 8 мая возложил цветы к мемориалу в селе Меловое Луганской области. Утром 9 мая к Вечному огню в Киеве. Потом в тот же день у Холма Славы, аж в Закарпатье. Это самый запад Украины. Чтобы националистом стал Зеленский, нужны были экстраординарные усилия, полномасштабное вторжение. А вот Ющенко был таким изначально. Однако Путин работал с тем руководством Украины, какое было. Встречался с Ющенко и до, и после всех инициатив в области языка и идеологии, которые я тут назвал. Премьером Украины в то время была Юлия Тимошенко из числа лидеров оранжевой революции. В России на нее даже было заведено уголовное дело, что не мешало Путину с ней сотрудничать, принимать в Кремле и подписывать газовые соглашения, за которые потом ее посадили в украинскую тюрьму, уже при Януковиче. Время показало, что с точки зрения достижения Путиным его же целей такая тактика была верной. Почему, расскажу после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. VPN стал частью жизни россиян. Даже если кто-то им не пользуется, то, скорее всего, планирует поставить, ведь иначе не будет доступа к привычному контенту. Однако с VPN-сервисами есть одна проблема. Часто это похоже на покупку кота в мешке. Вы оплачиваете подписку на год, первый месяц все работает, а потом появляются новые блокировки, и VPN перестает работать, и, как назло, именно в вашем регионе. А пробный период истек, и деньги не вернуть. Если с вами недавно случилось нечто подобное, у VPN Liberty есть замечательная акция. Вы можете бесплатно подключиться к сервису на срок, за который вы уже заплатили другому сервису. То есть, если вас не устраивает ваш нынешний VPN, достаточно прислать чек или скриншоты, подтверждающие оплату менеджерам VPN Liberty. Они активируют вам подписку, и при этом даже не потребуется привязывать банковскую карту. Единственное ограничение – подписка возможна максимум на 1 год. Это техническое ограничение у Liberty. Они не продают подписки дольше года. Акция стартует в Черную пятницу и продлится всего несколько дней, так что воспользуйтесь предложением сейчас. Потом забудете и упустите возможность. Позиция VPN Liberty – максимальная открытость. О любых проблемах с VPN вы узнаете из рассылки раньше, чем они вас коснутся. А когда неполадки будут устранены, вам тоже сразу сообщат. У VPN Liberty живая поддержка, более 600 серверов и уже 2 года успешной работы. Кстати, работает сервис не только в России, но и в Иране, Туркменистане, Китае. Торренты разрешены, можете качать что угодно. Работает сервис через Telegram. Просто добавьте ключ, и можно ни о чем не париться. Не нужно будет обновлять отдельное приложение раз за разом. Переходите на VPN Liberty по ссылке в описании или купите подписку, чтобы получить доступ к свободному интернету безо всякой рекламы. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Итак, время показало, что тактика Путина была верной с точки зрения его целей. Украинская внутренняя политика как маятник. Если ему не мешать, маятник вскоре сам качнется в обратную сторону. Что и случилось. На следующих же президентских выборах в 2010 году победил прокремлевский кандидат Янукович и начал отменять решение предшественника.
Виктор Ющенко те выборы не просто проиграл, но провалил, набрав лишь 5%. Украина от него страшно устала. Его политическую карьеру могло тогда спасти только одно, если бы российская армия пришла бороться с марширующими по улицам бандеровцами и спасать русский язык. Ведь в случае военного вторжения все решения Ющенко были бы задним числом восприняты украинцами как правильные. Началось бы ралли вокруг флага. Но ничего подобного не случилось. Однако на том качание маятника не закончилось. Украина географически занимает такое серединное положение между Европейским Союзом и НАТО с одной стороны, и Россией и ОДКБ с другой. До недавнего времени Украина была разделена и внутри. Скептичный по отношению к России запад страны и базово пророссийский восток. Сейчас ситуация, конечно, иная. Никто на всей планете не ненавидит Россию так люто, как жители юго-востока Украины. Но мы говорим о прошлом. Итак, Путин в 2010 году решил тактическую задачу. Во главе Украины оказался лояльный ему политик. Путин добился этого не столько какими-то своими действиями, сколько тем, что просто не мешал естественному ходу событий, ничего не делал. Но если стратегической целью Путина было удержание Украины в орбите России, одной лишь лояльной Кремлю фигуры в Киеве было мало. Для этого нужны были принципиально другого уровня решения для такой цели. Если ставить такую цель, достигнуть ее можно одним единственным способом. Сама Россия должна стать настолько успешной, богатой, свободной, надежной, чтобы в Украине точка равновесия сдвинулась в сторону Москвы. Если Украина десятилетиями находится в состоянии перманентного выбора между Западом и Россией, если на голосованиях 2004 и 2010 годов все решали считанные проценты голосов, тут не может быть простого решения в виде одного человека во главе Украины. Конечно, спецслужбист, который вербует агентов влияния, может считать иначе, однако тут одной только вербовкой цели не достигнуть. Пророссийского президента в Украине выбрали в тот уникальный момент, когда сама Россия была лучшей версией себя. В 2010 году у нас в Кремле сидел Дмитрий Медведев, который раскручивал гайки и предлагал оптимистичный образ будущего, где будут инновации, высокие доходы, неприкосновенность каждого гражданина. В сторону именно такой России качнулась тогда Украина. Россия и Евросоюз одобрили план действий для взаимной отмены виз. Сообщение об этом приходит по итогам саммита в Брюсселе. Речь идет о так называемой дорожной карте, перечне совместных шагов на пути к безвизовому режиму, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Как подчеркнул президент России Дмитрий Медведев, Москва рассчитывает добиться отмены виз с ЕС в короткой исторической перспективе. В 2012 же году, когда Путин пошел на третий срок, этот образ будущего треснул. Внутри страны короткая оттепель сменилась заморозками, которые затем последовательно усиливались и продолжают до сих пор. Россия стала генератором плохих новостей, где ключевые слова «разогнать», «избить», «запретить», «отнять» и «посадить». Что стало отпугивать ту сомневающуюся часть украинского общества, которая прежде решала исход президентских выборов. Да еще и Янукович прославился вопиющей коррупцией и некомпетентностью. Так маятник качнулся в другую сторону, и в итоге сам Янукович был вынужден следовать запросу украинских граждан на евроинтеграцию. Он интенсифицировал сближение с Европой. 4 марта 2012 года состоялись выборы Путина. 30 марта 2012 началась подготовка соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Много было споров о том, выгодно ли такое соглашение Украине экономически или нет, но внутри страны возник политический запрос на евроинтеграцию. Тем временем Россия попала в так называемую ловушку средних доходов. Мы много раз о ней здесь говорили. Зарплаты россиян достигли среднего уровня и перестали расти, потому что для дальнейшего роста уже нужна более сложная экономика, а для нее необходимы политические реформы, чтобы местный предприниматель или зарубежный инвестор решились вкладывать в Россию не только в быстро окупаемые проекты, но и в сложный бизнес с долгими сроками окупаемости. Для этого нужен как минимум независимый суд, который защитит этот бизнес от произвола, а владельцев от тюрьмы. Для независимого суда нужна регулярная сменяемость власти, иначе судьи начинают работать в интересах не правосудия, а конкретных чиновников. Как и силовые органы, которые при несменяемой власти становятся лояльны не закону, а начальству. Перестают опасаться, что придет другое правительство или начальство и с них спросят. Эту формулу неплохо описал в свое время один из сотрудников мэрии Санкт-Петербурга. Только в условиях демократической системы, когда сотрудники правоохранительных органов, как бы мы их ни называли,
КГБ, МВД, НКВД, как угодно, когда они знают, что завтра либо через год может произойти смена политического руководства в стране, в регионе или в городе, с них спросят: а как вы выполняли законы той страны, в которой вы живете? Россия после фальсификации выборов в Госдуму, рокировочки, событий на Болотной, введения законодательства об иностранных агентах стремительно растрачивала свою привлекательность. Нельзя забывать, информационное поле двух стран было во многом общим. В Украине отлично знали о зверских пытках ВВД «Дальний» в Казани и о деле Pussy Riot, 2 года колонии за 40-секундное выступление в храме Христа Спасителя. Конечно, про болотное дело. Но главное, что видели украинцы, российская модель уже не обеспечивает гражданам лучшей жизни. В ней сейчас нет ничего особенно привлекательного, на момент 2012 года. Стратегически Путину нужно было уйти на пенсию, надиктовать мемуары и заниматься какой-нибудь международной деятельностью или вообще собирать грибы в лесу. Он же продолжил ломать Россию под себя. Но мог хотя бы не усугублять ситуацию. Активная часть украинского общества действительно захотела сближения с Евросоюзом, продемонстрировала свою готовность этот выбор защищать. За этим стремлением пошел и Янукович. Худшее, что мог сделать Путин, это столкнуть украинского президента со своей же страной. Но так он и сделал. В ноябре 2013 года в сети распространилась запись. Янукович жалуется Ангеле Меркель на постоянное давление со стороны Кремля. Путин тогда таки продавил Януковича на приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Добился тем самым резкого неприятия Украиной действий собственного президента и новых протестов на Майдане. Евромайдан в Киеве – масштабное событие продолжительностью в 3 месяца со своей внутренней периодизацией и огромным числом действующих сил. При желании из такого события выхватить можно что угодно и построить любой нарратив. Например, Великую Октябрьскую социалистическую революцию можно представить как победу Русской Православной Церкви. 4 декабря 1917 года в России было восстановлено патриаршество, которое отменил еще Петр I, поставивший во главе церкви гражданского оберпрокурора. А вот в 17 году впервые за 227 лет избрали патриарха. Если набрать нужных цитат и фактов, опустить такие детали, как разграбление и уничтожение храмов, убийство священников, то можно описать случившееся как Великую Православную революцию. Вернемся к Евромайдану. Тут было очень много мелких событий, из-за которых весьма переживали по российскому телевидению. Например, из-за нехороших кричалок отдельных групп протестующих или из-за раздачи печенек Виктории Нуланд. Американского политика, решившего попиариться на протестах, сделали на российском телевидении чуть ли не главным кукловодом этих протестов. На Евромайдане среди сотен тысяч участников были и ультраправые. Их не могло там не быть. Подобные события всегда притягивают радикалов. За примером далеко ходить не надо. В октябре 1993 года в центре Москвы вооруженные нацисты буквально маршировали строем под командованием Альберта Макашова и Александра Баркашова. Никого не трогать! Обрезать все телефонные связи! Чиновников выкинуть нахуй на улицу! Отлично! Вперед! Они создали весьма устрашающую картинку для телесюжетов, но затем вернулись в свое обычное маргинальное состояние. Разве что сам Макашов потом стал депутатом Госдумы и периодически попадал в скандалы. В 99-м, например, он предложил переименовать движение в поддержку армии в движение против жидов. Так вот, украинских ультраправых показывали по российскому телевидению денно и ношно, создавая картину нацистского переворота. Хотя точно так же могли бы бесконечно крутить кадры с многочисленными российскими флагами на том же Евромайдане и удариться в другую крайность, мол, в Киеве огромный пророссийский митинг. Забегая вперед, никакие националисты в Украине тогда власть не взяли. Их после Евромайдана стало в парламенте даже меньше, чем было при Януковиче. А страшный и ужасный правый сектор, которым пугали россиян, смог протолкнуть в Верховную Раду лишь одного депутата, Дмитрия Яроша, который продержался там меньше, чем у нас Макашов. Вернемся к Евромайдану. Путин сделал все от себя зависящее, чтобы тот случился. Лучшее, что мог сделать Путин, исходя из собственных же задач, ничего не предпринимать. Запастись попкорном и смотреть, чем все закончится, а позже выстраивать отношения с новой властью, как когда-то строил их с Ющенко. Затем дождаться, когда Украина устанет от новой власти и маятник снова качнется. Правда, чтобы тот качнулся в сторону России, нужен базовый пророссийский электорат, а также симпатии сомневающихся. Однако в начале 2014 года
Путин убил одним выстрелом сразу двух зайцев. Аннексировав Крым, он физически отрезал от украинских выборов крымчан, самых пророссийски настроенных избирателей, какие только были в Украине. Миллионы же других граждан, которые сомневались, могли на одних выборах проголосовать за Ющенко, а на других за Януковича. Их Путин моментально настроил резко против России. Такая реакция была вполне прогнозируемой, ведь люди где угодно очень плохо отнесутся к тому, что их родина оттяпали кусок территории. К России стали отрицательно относиться в том числе и те украинцы, кто поддерживал Евромайдан, но особо не ассоциировал Януковича с Россией. А украинские ультрарадикалы, благодаря Путину, получили дополнительные аргументы в свою пользу, что, правда, не шибко помогло им на выборах. Но нельзя не отметить, не было у украинских ультраправых лучших пиарщиков, чем Путин и его пропаганда. Самый мелкий националист получал на российском телевидении не минуту, а часы славы. Им буквально раздували известность. Дошло даже до появления мифа о целом поезде бандеровцев, которые выехали, чтобы закошмарить всех жителей Крыма. Но на полпути испугались крымского народного ополчения, остановили поезд и аж 3 часа выгружали из него оружие. Так или иначе, среди всех событий 2014 года и последующих лет аннексия Крыма стоит особняком. С одной стороны, этим решением Путин во много раз сократил свои возможности влиять на Украину. С другой, он получил Крым. Так что некоторую циничную рациональность в этом действии все же можно попробовать найти, если смотреть с точки зрения Путина. При провальной стратегии в данном случае удалось реализовать хотя бы тактику. Полуостров попал под российский контроль, причем молниеносно, без изнурительных боев. Зарубежные страны отреагировали на события вяло, а внутри России у Путина взлетел рейтинг. Взлетел ровно потому, что получилась история успеха. Было совершено пусть незаконное, но очень понятное действие. Никаких там кровавых игр с Крымской Народной Республикой. Просто по праву сильного присоединили к себе кусок территории, вывесили там свой государственный флаг и поставили своих пограничников. Лучше бы, конечно, Путин этого не делал. Конечно, от этого проиграли и крымчане, и Россия. Но так как мы разбираем тут действия с его точки зрения, с точки зрения тех целей и задач, которые он ставил, эта ситуация выглядит еще туда-сюда. Но на этом Путин не остановился. На Донбассе, в Харькове, на юго-востоке Украины многие люди восприняли Евромайдан скептически или даже враждебно. Там были как протесты против Януковича, так и контрпротесты, антимайданы. В одних городах активисты мирно сосуществовали, в других были столкновения граждан. Отличились в столкновениях радикалы с обеих сторон. Например, антимайданное движение «Оплот» во главе с уголовником Евгением Жилиным не отличалось от своих ультраправых оппонентов как минимум стилистически. Отрезать ухо было обязательно? Так получилось. Хорошо, что не убили. Можно было убить его. Он должен благодарить Бога, что его не убили. Еще раз сказал. Он вооруженный человек, он напал, вооруженный. Его могли просто убить там. Из-за этого бы не было никакого наказания. В Харькове в столкновениях погибли 2 человека, в Одессе 48. В подавляющем большинстве это были антимайдановцы. Гибель этих людей в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала центральным эпизодом путинского мифа тех лет. Чтобы составить объективное мнение о произошедшем, необходима буквально поминутная реконструкция событий. И такие реконструкции есть. Я же считаю, что вне зависимости от оценок случившегося в Одессе, каждое последующее действие Путина приводило к тому, чтобы 500 погибших превращались в тысячи, десятки, а потом и сотни тысяч убитых. Пострадали в общей сложности миллионы людей, и совсем не те, кого Путин считает виновными в одесской трагедии. Путин ничего не исправил, а спустя 8 лет стал убивать одесситов сам. Только напрямую от обстрелов города погибли уже в 3 раза больше людей, жителей Одессы, чем 2 мая 2014 года. 23 апреля 22 одним попаданием были убиты 3 поколения семьи Глодан, 3-месячная девочка, мать и бабушка. Отец после этого ушел добровольцем в ВСУ и погиб на фронте. В то время как раз шло много разговоров о российском возмездии за Дом профсоюзов. Только непонятно было, кому именно собрались мстить. Но вернемся в 2014 год. В Украине политический кризис и гражданский конфликт. У Путина есть несколько вариантов действий. Хороший вариант – не делать ничего, дать украинцам самим разобраться между собой. Вновь уместен пример Москвы 93-го. Тогда в бойне у Останкина погибли 46 человек, почти как в Одессе. В общей сложности в ходе гражданского конфликта в российской столице погибли 157 человек. Это ужасно. Только непонятно, кому и за что тут можно мстить. В чей жилой дом запускать ракету?
Если бы в дело вмешалась какая-то третья сторона, чтобы устанавливать справедливость, кровопролитие бы только затянулось и расширилось. Был в распоряжении Путина и другой вариант – предложить всем русскоговорящим гражданам Украины, кто хочет, переезд в Россию. С получением российского паспорта, подъемных, с помощью в адаптации и трудоустройстве. По примеру Израиля, Польши, Германии и других стран, которые принимают у себя тех, кого считают своими. Это было бы морально безупречное решение, хорошее с точки зрения демографии в перспективе, выгодное экономически. У него лишь один недостаток. Внутри Украины уменьшилась бы доля пророссийского электората. Но она и так уменьшилась, ведь Путин выбрал вариант гибридной войны. Определяющим свойством этой войны, помимо нарушений международного права и аморальности, было отсутствие четко поставленных целей и задач. Да, накачали оружием очень немногочисленных местных сепаратистов. Завербовали в народное ополчение Донбасса тысячи российских граждан, искателей военной романтики и просто уголовников. Да, ввели тогда на восток Украины регулярную российскую армию, чего сегодня уже никто и не отрицает. Отрезали от Украины кусок территории, создали ДНР и ЛНР. Только вот непонятно, зачем? В чем был план-то? К примеру, в Харькове, где провалился проект ХНР, Харьковской Народной Республики, после гибели 2 человек смертей больше не было. Конфликт перешел в политическое русло и разрешился посредством выборов. Официальный сайт города Харькова до сих пор ведут, в том числе и на русском языке. На нем публикуют новости. Но там, где путинское вмешательство во внутриукраинские дела удалось, 2 года шли совершенно бессмысленные бои. Народная милиция ДНР хреначит из артиллерии по Авдеевке, Марьинке, Артемовску и Мариуполю. ВСУ хреначит артиллерии по окраинам Донецка. По обе стороны совершенно одинаковые люди. Никто не сможет объяснить, почему в Донецке наши, а в Авдеевке не наши. Из центра одного города до центра другого можно дойти пешком. Спустя 2 года началось замирение, и когда дым стал рассеиваться, выяснились удивительные вещи. ВСУ в ходе боев отбили у Донецкой народной милиции целый ряд русскоязычных городов – Славянск, Константиновку, Бахмут, Мариуполь, Торецк и другие. После возврата под контроль киевских властей ничего страшного не случилось, даже наоборот. В каждом из этих городов телевещание шло на 2 языках. Продавалась пресса на русском. Проводились выборы с полным доступом открыто пророссийских партий. Их довольно долго можно перечислять. Помимо возникшей в 2018 году ОПЗЖ с кумом Путина Медведчуком во главе, там избирались мэры и депутаты от оппозиционного блока, партии «Наш край», блока Бойченко, партии «Порядок», даже от ППШ, это политическая партия Шария. Зарегистрирована она в Украине из-за границы. Там такой вот уровень политических свобод. Невозможно это представить в России. Чтобы из-за границы кто-то зарегистрировал партию, и она взяла какие-то мандаты. У нас даже и понятия-то такого нет. Региональная партия. Даже в регионе нельзя свою партию зарегистрировать, только федеральную, с представительством везде. Все говорило о том, что ничего страшного ни с Донецком, ни с Луганском, ни с Макеевкой, ни с Горловкой не случится, если без каких-либо условий и требований оставить эти города Украине. Пройдут там выборы, как во всех других городах Донбасса, накидают голосов за русскоязычные партии, причем настоящих голосов. Люди их накидают, бюллетени в урну. Причем за партии, в том числе прямо ориентированные на Москву. На парламентских и президентских выборах будут голосовать за русофилов. Всем будет хорошо, даже Путину. А если кто опасается возвращения украинской администрации, таких совсем немного. Всех их запросто можно принять в России. У Путина был и другой вариант действий. Плохой, но понятный. Повторить в Донецке и Луганске крымский вариант. Де-факто подконтрольные территории аннексировать, интегрировать в состав России, разоружить местные бандформирования, выставить официальных российских пограничников, прислать обычных российских чиновников. И прямо заявить, теперь тут территория России под прямой защитой вооруженных сил России. После такой аннексии Путин мог бы завалить Донецк с Луганском деньгами, сделать из них витрину русского мира. Да еще такую, чтобы все смотрели и руками разводили, мол, миллионам дончан и луганчан действительно лучше с Россией. Если верить Виктору Медведчуку, Петр Порошенко даже обращался к нему с просьбой «Передай, мол, Путину, ну пусть уже аннексирует Донецк с Луганском, легче будет жить». Обращался, разумеется, тайно, ведь как гарант Конституции он обязан защищать территориальную целостность Украины. Но даже такое разрешение ситуации было бы лучше вяло текущего конфликта. Однако Путин просто превратил Донецк с Луганском в самое гиблое место на карте Европы, в территории под управлением организованной преступности.
которая пилила и растаскивала промышленные предприятия, отжимала малый бизнес, кошмарила местных жителей и постоянно устраивала внутренние разборки. Полевые командиры взрывали и расстреливали друг друга, попутно делая невыносимой жизнь всех вокруг. А заниматься рутиной, вроде починки канализации, им, конечно, было попросту скучно. Донецк образца 13 года – один из самых успешных и богатых постсоветских городов, где не стыдно было принять чемпионат Европы по футболу. Там в 2012-м проходил полуфинал. Испания обыграла Португалию по пенальти. Из местного международного аэропорта совершались регулярные рейсы в Европу, в Дубай, на другие ближневосточные курорты. Люди в Донецке зарабатывали достаточно, чтобы обеспечить стабильный спрос на такие авиаперелеты. За 8 лет существования ДНР Донецк деградировал до уровня африканской провинции, где автоматчик без опознавательных знаков может спросить с тебя за длинные волосы и серьгу в ухе. Те, кто еще недавно слушал концерт Бейонсе на стадионе Донбасс-Арена, не могли даже банкоматом воспользоваться. Для этого надо было ехать на территорию подконтрольной Украине. Утренняя зорька. Бо у нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, смотри. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимаете? Машину. В период до 22 года была лишь одна устойчивая позитивная тенденция. С 16 года каждый год гибло гораздо меньше людей, чем в предыдущем. В 19-м Зеленский приезжал на линию разграничения, чтобы лично проконтролировать исполнение приказа войскам, отойти дальше, увеличить дистанцию размежевания. Миметичная запись, где Зеленский спорил с подразделением, саботировавшим тот приказ, была снята именно тогда. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42-го. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции. Причем мы с вами уже поговорили, вы потом я спросили не поговорил за с тобой, я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему. Так какая другая тема? Мы уже этот момент обсудили, я вам следующим сказал. Нет, еще один момент. Я услышал, можно? что окей, ты мне скажи ок, все. Ну так у нас нет оружия в руках. И это внутри Украины воспринималось как большая уступка. За нее, на Зеленского, нападали в СМИ, были протесты. Однако у уступки этой был результат. Еще меньше инцидентов с взаимными обстрелами, где каждый заявляет, что просто стрелял в ответ. Еще меньше пострадавших. В 2021 году по военным причинам в ДНР погибли 7 мирных жителей, в ЛНР – 1. А причиной смерти стали еще оставшиеся в земле неразминированные боеприпасы. При такой тенденции сейчас на Донбассе должно было быть уже 0 погибших и раненых из-за эха войны. После окончания активной фазы боевых действий Путин фактически бросил Донецк и Луганск, отдав их на откуп уголовникам. Сначала увлекся операцией в Сирии, затем чемпионатом мира по футболу, а позже началась пандемия. Это был очень плохой выбор – держать миллионы людей в подвешенном состоянии между Украиной и Россией. Им сильно ухудшили жизнь по сравнению с тем, как они жили раньше. Но, как оказалось, выбор был не худший. Люди потихоньку приспособились жить даже в непризнанных республиках. У Владимира Путина была опция просто не усугублять. Из дня сегодняшнего может показаться, что в феврале 22-го в воздухе витало ощущение приближающейся войны. Но это не совсем так. Чувство надвигающейся катастрофы возникло буквально за считанные дни до 24 февраля. Еще за 2 недели до того в России обсуждали совсем другое. Шедшую тогда Олимпиаду в Пекине, фигуристку Камилу Валиеву и скорое окончание пандемии. Сейчас с трудом верится, но даже середина февраля 22-го была полна оптимизма. Вот наступит весна, уйдет зараза, откроются все границы, экономика начнет восстанавливаться, восстановительный рост будет. На все вопросы, касавшиеся Донбасса, Украины и Владимира Зеленского, был приемлемый ответ – просто ничего не делать. В феврале 22-го, с точки зрения Путина, там и так все нормально. В Верховной Раде сидят десятки депутатов, которые прям-таки манифестируют свою пророссийскую направленность. Ездят в Москву, поздравляют наших сограждан с Днем России. Пророссийские политические силы с корнями вросли в органы местного самоуправления во многих украинских областях. Большая часть украинской благосферы создает контент на русском языке и работает с расчетом на зрителей в России.
Многие главы городов говорят по-русски, будь то градоначальник Харькова Терехов или Бойченко в Мариуполе. Что ж говорить про города помельче. Тогда в украинском обществе были сильны настроения в духе «не все так однозначно». На выборах 2019 года граждане снесли доставшего их Петра Порошенко. Тот пытался играть на националистических чувствах, но во многом повторил судьбу Ющенко. Однако и рейтинг Зеленского в начале 22-го стремительно шел вниз. Прошло 8 лет после Крыма, уже несколько лет, как было тихо на Донбассе. Этих лет оказалось достаточно, чтобы антироссийские настроения сошли в Украине на нет. Маятник снова двигался в сторону России. 21 февраля 22 года Путин ввел войска на территорию ДНР и ЛНР. Это уже близко к точке невозврата, но даже тогда еще остаются варианты. Можно было тогда же объявить: наша миссия, мол, выполнена. Мы взяли Донецк и Луганск под защиту, теперь официально. Это была бы эскалация, но не катастрофа. Более того, для Путина оставалась бы возможность пугать всех российской армии, не проверяя на практике ее возможностей. Все это, по моему мнению, нафиг не нужно было России. Но вполне укладывалось в путинскую рациональность, мы же сегодня о ней говорим. Но уже 24 февраля 22 года Путин принял не только самое преступное, но и наиболее иррациональное и вредное решение за всю историю отношений России и Украины. И даже тогда все еще оставался последний шанс – остановиться в течение первых нескольких дней после вторжения. Российское военно-политическое руководство видело, что война пошла не по плану. Но кроме них этого еще не понимал плюс-минус никто. Все были в ужасе. Было крохотное окно возможностей зафиксировать этот ужас и на том и закончить. Сделать вид, что просто хотели всех припугнуть, продемонстрировать, что Путин готов к войне. А это, мол, доказательство. Хотели бы дошли до Киева, но нет, взяли да вышли. Никто бы тогда не узнал, что российская армия не в состоянии захватить ни Киев, ни Харьков, ни Чернигов, ни Сумы, ни Одессу. Однако 3 марта 2022 года точка невозврата была пройдена окончательно. Путин заявил: хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Даже после таких заявлений войну можно было прекратить. Но уже неприемлемой для Путина ценой потери лица. Сотни тысяч людей остались бы живы, миллионы здоровы и в своих домах. Россия не разменяла бы собственное будущее на захват территорий с отрицательной стоимостью и ценностью. Однако от Путина требовался невозможный подвиг – впервые в жизни поступиться личными интересами ради своей страны. В самом конце февраля 2025 года появилась новая развилка, вернее сказать, ее построил девелопер из Нью-Йорка Дональд Трамп. Путину предложили выйти из войны на максимально выгодных условиях, сохранив лицо. Если до этого еще можно было говорить, что решение Путина зависит от событий, которые неуправляемы и развиваются в логике войны, то последние 8 месяцев события снова зависят только от его решения. Можно закончить все буквально завтра, но Путин выбирает воевать. И вот мы в той точке, в которой оказались сегодня. Проведем мысленный эксперимент. Представьте себе самого лютого русофоба, на какого только хватит фантазии, который прям ненавидит русский язык, Россию как государство, русских как этнос и думать ни о чем другом не может. Получает зарплаты во всех самых русофобских структурах, которые в мире существуют. Вот самый главный русофоб. По состоянию на конец 2025 года этот воображаемый русофоб был бы счастлив как никогда. Каждый новый день приносил бы ему новости, которые ему бы очень понравились. Вот, например, уничтожен в пыль очередной донбасский поселок, где издавна жили русскоговорящие люди. Кто-то из них убит, кто-то покалечен. Большинство покинули свои дома, живут на правах беженцев во Львове и в Варшаве, где никогда не хотели бы жить, но пришлось. Многие едва спаслись, толком ничего с собой захватить-то не успели, даже документы или семейные фотографии. Уже этого было бы достаточно, чтобы поднять настроение русофобу до космических высот. Однако у каждой подобной новости есть и другая сторона. Чтобы разрушить донбасский поселок, российские власти тратят больше денег, чем стоило бы построить аналогичный населенный пункт с нуля. Всего один выстрел из танка – это месячная зарплата россиянина. В зависимости от типа боеприпаса это может быть зарплата как чернорабочего, так и айтишника. Сам танк стоит как пятиэтажка, но проживет в бою недолго. И, что главное, российских солдат при взятии села часто гибнет больше, чем было там жителей.
Выходит, у нынешних и будущих поколений россиян отнимают десятки триллионов рублей лишь за тем, чтобы лишить дома миллионы русскоязычных людей, а еще сотни тысяч убить и изувечить, включая российских солдат. В новостной повестке сейчас нет ничего, что могло бы испортить нашему воображаемому русофобу настроение. Его не расстроит падение Покровска, Мирнограда или Константиновки. Наоборот, отличные новости. Огорчит русофоба лишь невозможность внести свою лепту. Российское руководство делает все само, и так эффективно, что лучше и не придумаешь. К примеру, выдало ярлык на княжение в Донецке МММщику Денису Пушилину. С его помощью выгребло мужчин из одних городов и сел Донбасса, чтобы убить их при штурме других городов и сел Донбасса. У оставшихся матерей, вдов и сирот отнимают права собственности на квартиры. Все описанное – коварство, достойное средневековых ханов Золотой Орды. Вообще непонятно даже, что может добавить к этому наш русофоб. Оставить Донецк с Мариуполем без воды, уничтожив один водовод и присвоив себе средства на строительство другого? Заблокировать в России средства связи? Поднять НДС? Ну ладно, оставим в покое воображаемого русофоба и посмотрим на события в Украине и России своими глазами. Происходящее не просто чудовищно, но абсурдно чудовищно. Хочется или совсем оградить свою психику от новостей, или кинуть ей спасательный круг. Убедить себя, что последние 1,5 десятилетия события развивались по неизбежному сценарию. Мол, иначе и быть не могло. Так что в кошмарах дня сегодняшнего или никто не виноват, или виноваты сразу все. И Кремль, и Киев, и Вашингтон, и Брюссель, и Ангела Меркель, и кто угодно. А поскольку решения и украинских, и американских, и европейских политиков действительно были далеки от идеала, не составит труда подобрать удобные факты, отыскать нужные цитаты, чтобы выстроить картину мира, где Путин скорее заложник обстоятельств, чем автор определяющих решений. Чтобы заключить, в чем-то, дескать, ответственен и Путин, но никак не в большей степени, чем Обама, Байден или та же Ангела Меркель, которая подарила путинскому официозу набор очень удобных заявлений. Она, наверное, хотела оправдать саму себя, что, мол, еще до войны все предвидела и готовилась к боевым действиям. Но в итоге дала Кремлю аргументы для самооправданий. Недаром ее цитировал лично Путин. Бывают моменты в истории, когда психологически наиболее комфортно лишить собственное государство субъектности. Будто все было неизбежно. Будто из-за действий внешних сил, объективных условий каких-то, наши власти просто оказались вынуждены действовать по обстановке, и вот. Однако это просто не так. Владимир Путин – единоличный лидер. Он не ограничен ни судом, ни парламентом. Не в маленьком государстве, зависимом от соседей, а в России, крупнейшей и очень богатой стране. В 10-е и 20-е годы на каждой исторической развилке был выбор из нескольких вариантов, и Путин всегда выбирал худший из них. Худший как для России, так и для его же собственных задумок. Во всяком случае, тех, о которых он сам говорил. До завтра.